Здравствуйте! Сегодня по вашим просьбам мы рассмотрим рукав реглан с выточкой. Куда же применить этот рукав? Он годится и для платья, и для жакета, и даже для пальто и курток. Почему? Потому что он имеет шовчик, выточку, которая красиво будет огибать ваше плечико. И можно подложить подплечник. И тогда форма изделия будет статично, держать будет эту форму и будет красиво смотреться. Кроить этот рукав просто, элементарно, всего 3 движения. Для этого нам что понадобится? Мы будем моделировать. Не нужно каждый раз кроить новые рукава. У вас есть выкройка основы, есть базовый рукав, который вы можете применять на любое изделие, на любое, играя только припусками на свободу облегания. Вот используя этот рукав, мы будем моделировать реглан с выточкой. Нам нужна для работы полочка и спинка. Вы просто копируете из выкройки основы полочку, спинку. В половинном размере она у нас, вот так. Есть. Подготовили полочку, спинку. Сам рукавчик. Есть. И вот такой где-то приблизительно такого размера просто лист бумаги, к которому мы прикрепим наш рукавчик и будем выкраивать наш реглан. Линейкой, иголочки, ножнички, карандашик. Ну, это набор портного. Он постоянен. Приступим. Что нам для этого надо? Значит так, вы уже сняли спинку и полочку. Проймы у вас все уже выверены, заверены, все нормально. Вам здесь ничего не нужно. Первое, с чего надо начать, это на полочке и спинке отметить сам реглан. Как вы хотите, чтобы он прошел вот здесь? Определите по горловинке, насколько, вот откуда вы хотите начать этот реглан и как он у вас пойдет. И вот это расстояние от верха, верхней точки плечевого среза, вершины, опускаемся по шейке на то расстояние, которое вы выбрали для формы вашего реглана. Сейчас будем это все воспроизводить на чертеже. Значит, подготовили. Вот у меня полочка. Я начинаю работу с полочки. Это расстояние вы уже замерили, стоя перед зеркалом, глядя, куда вы поведете реглан, как он у вас ляжет. Значит, вы отмерили то расстояние и здесь поставили точку. Вот. Либо классический вариант 4-4,5 сантиметра выбираете. На свое усмотрение. Здесь вы хозяин положения, и вы делаете для себя, как вам нравится. Но вот куда повести реглан, где его соединить внизу с нашей проймочкой, это важно. Вы должны направить с этой точки отмеченной вниз линию по косой в таком направлении, где вы видите сопряжение с линией проймы. Именно сопряжение. Не вот так поперек, не вот так, а вот где ваша будет точка соединиться, вот смотрите за линейкой, сопрягаться с проймой. И вот от этой точки просто проводите туда линию. Вот это и будет черновая линия вашего реглана. Черновая. На полочке мы отметили, значит, вот наша точка, мы ее нашли. Обязательно отметили, что эта точка, она нам будет важна в работе. Вот наша точка, вот она, ярко ее наведите. И здесь точечка. Есть. Это мы сделали на полочке. Берем спинку. Повторяем те же действия. Отмерили от вершины плечевого ската расстояние нужное. Оно может быть одинаковое на полочке, на спинке, а может даже разниться. Все зависит от ваших предпочтений.
сводим к нашему, где сопрягается у нас с проймочкой, и ведем туда линию. Провели. Обязательно поставили точку. Обязательно поставили точку. Вот эти точки являются контрольными точками для того, чтобы вшивать рукав. И вы правильно его поместили в эту пройму. С этим мы закончили. Мы определились с линией реглана. Наша задача взять рукавчик и перенести эти контрольные точки на рукав, чтобы они у нас четко совпадали. Определили спинка, полочка, значит и рукав. Спинка, полочка. Вы можете это сделать вот таким образом. Можете подложить, вот соединить крайнюю черту рукава к точке контрольной. И край нашей полочки, видите, вот он край, боковой срез. Смотрите, край рукава, вот он, мы к контрольной точке подвели. И к краю полочки. Вот мы отмерили расстояние. Смотрите, как оно хорошо ложится и как точно оно передает эту линию. На рукаве мы точно так же помечаем ярко эту линию. Она нам пригодится. Точечку эту. Нашли на спинке. Наша задача найти точно так же и на полочке. Давайте найдем. Нам не сложно. Ставим край рукава по полочке, край рукава, совмещаем с контрольной точкой по полочке. И вот где полочка заканчивается, ставим точку. Вот наша контрольная точка на рукаве. Все, пока что нам полочка и спинка не нужны. Мы их откладываем в сторону. Берем наш лист бумаги. Наша задача, имея контрольные точки, хорошо наведу, чтобы вам было видно, имея контрольные точки, разместить на этом листе бумаги наш рукав вот таким образом. Смотрите, вам не нужно далеко его уводить. Вот внизу этой бумаги просто иголочками вам надо зафиксировать этот рукав, для того, чтобы не скользила бумага, не перекашивался чертеж. Просто приколоть иголочками. Мы прикололи этот рукав. Наша задача перенести центр рукава на эту бумагу. Перенесем. Перенесли, позначили этот центр. Это важно. Теперь смотрите. От вершины рукава вверх поднимаемся на 1 сантиметр. Поднимаемся на 1 сантиметр. Кто не может провести линию вот так на глаз, берете угольник. Прикладываете к линии, которую вы провели. И проводите горизонталь. Провели горизонталь в одну сторону и точно так же сопрягая, чтобы получилась ровная горизонталь, чтобы у вас не пошел перекос никуда, ни вправо, ни влево. Это очень удобный способ для новичков. Нарисовали. Есть у нас эта линия. Наша задача, теперь возвращаемся к полочке и спинке. Это полочка. Это спинка у вас подписана на рукаве. Наша задача сейчас расположить нашу спинку и полочку так, чтобы определить, в каком месте на рукаве у нас будет выточка и куда пойдет наш реглан. Что мы делаем? Полочка и полочка. Наши точечки совмещаем. Вот просто таки одна на одну положили. Совместили эти точечки, да, зафиксировали пальчиком. И направляем, поворачивая нашу полочку так. Направляем, направляем, направляем. Стоп. Вот пока край плеча не коснется нашей вспомогательной линии.
Вот, она коснулась. Убедились, что наши точечки лежат одна на одной, никуда не скосились. Вот, здесь мы должны взять и эту полочку зафиксировать. Есть. Следующее, что надо сделать, это повторить плечевой срез. Просто его обвести. Хотите от руки, хотите подложите линейку. Проведите эту линию до самой вспомогательной этой линии. Повторяем здесь горловиночку. Непременно. Повторили горловиночку, поставили край нашего рукава, ту точку, которую мы отмечали для реглана. Наметили здесь, вот она у нас. И у нас есть контрольная точка, сопряженная с рукавом. Что мы делаем? Мы просто отгибаем нашу полочку. Отгибаем нашу полочку. У нас имеются две точки. Верхняя, которую мы отметили, и нижняя, которая у нас отмечена как контрольная точка. Совмещаем просто прямой линией. Это у нас будет черновая линия среза рукава реглан. Посмотрите, какой получается угол. Видите? Но у нас нет такой треугольной подмышки. Нам надо всего лишь слегка вот здесь придать округлость, скруглить наш рукавчик. Вот такое манюсенькое скругление, чтобы ушел он красивенько и плавненько под ручку. Есть. Скруглили. С полочкой мы пока что закончили. Берем спинку. Повторяем те же действия. Повторяем те же действия. Совмещаем наши контрольные точки. Совмещаем контрольные точки. Вот, совместили. Держим пальчиком и направляем нашу спинку так, не уходя от этой контрольной точки. Мы ее хорошо фиксируем, хорошо держим. Направляем ее так, чтобы спиночка, край плечевого среза коснулся нашей вспомогательной линии. Фиксируем иголочками. Убеждаемся, что точки нигде не съехали, что все лежит как нам надо, именно как нам надо. Фиксируем спиночку, чтобы она никуда не убежала, не улетела. Вот, зафиксировали и повторяем те же действия. Проводим плечевой срез. До нашей черновой линии. Повторяем линию горловины до точки, которую мы намечали для реглана. Вот она, эта точка. Останавливаемся, помечаем точечку. Отгибаем нашу спиночку в сторону. И проводим. Я надеюсь, что вам так видно, вот как я провожу. И эти точки между собой соединяем. Это будет пройма нашего реглана. Вот, провели. И опять, смотрите, у нас этот злосчастный угол. Он нам не нужен. Мы его слегка скругляем. Ну, чтобы красиво лег рукавчик, чтобы все было хорошо. Вот, мы скруглили его. Замечательно. Это мы сделали. Идем дальше. Наша задача. У нас ведь реглан с выточкой. Мы хотим красивый реглан. Посмотрите, что получается. Вот это центр нашего рукава из основной выкройки. Но при построении реглана нам надо построить новый центр, потому как бывают разные ситуации. Бывает, когда этот центр находится ровно посередине этого отрезка, а этот отрезок обозначает ширину нашей выточки. То есть это края нашей выточки. Вот, значит, нам надо вот этот отрезок, смотрите, от плечика до плечика, поделить пополам
поделить на 2. Вот у меня здесь 4 и 7. Ну, 2 и 3. Вот у меня сместился куда центр рукава, смотрите. Так вот теперь центр моего рукава реглана будет не вот эта линия, не вот эта линия и не вот эта, а вот которую я проведу из этой точки. Это и будет центр вашего реглана. Проведем этот центр, это очень важно. Провели. Эта линия нам теперь не интересна. Вот наш центр. Мы поделили нашу выточку пополам. Мы нашли центр нашей выточки. А насколько же нам углубиться вниз, чтобы саму выточку построить? Можно углубиться, если маленький размер 6 сантиметров. Если, допустим, вы шьете пальто, жакет или платье из плотной ткани, вы можете взять длину выточки 8 сантиметров. Я возьму золотую середину, я возьму 7 сантиметров, поскольку реглан я строю для спортивной кофты, которая будет свободного кроя. Но я беру 7 сантиметров, мне вот этого довольно. Соединяем теперь края нашей выточки. Вот ее вершины, а вот ее конечная точка. Соединяем. Есть. Есть. Навожу, чтобы вам было видно. Но перед тем, как наведу, смотрите, что получается. Если мы уберем наши выкройки, посмотрите, какие углы получаются. Ну, зачем нам эти углы? Мы их плавненько скругляем. Эти углы нам не нужны. У нас плечико покатое, у нас оно не квадратное, не угольное. Вот просто скруглили. А теперь я могу смело навести, чтобы вы видели наш рукав. Что же мы уже построили, что у нас получилось. Смотрите, у нас определилась верхняя часть рукава. Есть. Снимаем полочку. Снимаем спинку. Пока что снимаем. Они нам еще один раз пригодятся. Наводим наш рукавчик. Вот ее центр. Вот центр нашей выточки. Вот ее центр. Смотрите, когда рукав у вас будет готов полностью, когда мы будем вырезать рукав, вы можете его вырезать полностью по центру до низу. Вы можете вырезать только вот эти линии до края выточки и оставить этот рукав целым. Обрабатывая этот рукав, добавить здесь припуски на швы. Равноценно и здесь. Как на полочке будет, так же и на рукаве будет. Вот здесь вы добавите припуски на швы. Вот, к выточке. И будете сшивать выточку по тем линиям, которые вы наметили на своей выкройке. Дальше, уходя на нет, чтобы не получился здесь капюшон. Первый вариант. Второй вариант. Вы можете полностью разрезать рукав по центру, прибавить припуски на швы по всем срезам и сделать рукав со швом. Ставить сюда какой-то кант, все, что вы захотите. Вы можете просто разрезать рукав пополам и нижнюю часть сделать целой, не разрезанной, а разрезать рукав только вот здесь и применить другой цвет.
из ткани компаньона, где у вас будет один рукав состоять, там, допустим, синий, здесь будет желтый или зеленый, вот, и эта часть рукава будет разрезана, а вторая часть будет абсолютно ровная. Этот разрез вам поможет сюда и клапан обманный вставить, и карман пришить, и какие-то здесь прибамбасы придумать декоративные, которые вы захотите. Все, не будем терять время, продолжим нашу работу. Вырезаем наш рукав. У меня выкройка без припусков на швы. Основная моя выкройка, поэтому я и рукав крою без припусков на швы, чтобы потом не запутаться. Вырезаю я только до края выточки, потому как я дальше буду моделировать для этой спортивной кофты. Какой-нибудь буду придумывать интересненький фасончик. Поэтому я пока что его не разрезаю полностью, чтобы у меня эти детали не терялись, не болтались где-нибудь. А вот целый рукав пока что побыл целым. Сделали. Сделали. Берем полочку, вот наша полочка, и, соответственно, берем нашу полочку. На ней написано полочка. Смотрите, что мы делаем. Опять-таки мы совмещаем наши контрольные точки. Вот у нас эта контрольная точка. Совмещаем наши контрольные точки, чтобы они легли друг на друга. Вот она у меня будет вот здесь. Я же скруглила, значит, она будет вот здесь. И поворачиваем наш рукавчик, совмещая наши точечки. Смотрите, вот точка на полочке и вот точка на нашем рукаве. Совместили. Обязательно. Смотрите, легла. Нам подходит, как она легла. Прикрепили. Видите, как все четко совместилось, без всяких проблем. Прикрепили. Зафиксируйте так полочку сюда, чтобы она у вас не смещалась, чтобы у вас сохранилась линия реглана очень красивой. Точно так же мы поступаем со спиночкой. Мы точно так же соединяем наши точечки. Вот они совместились. Вот моя точка по верхнему срезу спинки, вот она. И я должна положить сюда, совмещая эти точки, линейка мешает сейчас, точно совместить вот таким образом, где моя точка, вот она. Проверяем точечки обязательно, они должны быть очень четко совмещены. Это все нам поможет в работе, чтобы рукав получился красивым, без перекосов. Мы сделали это. Смотрите, дорогие мои ребята, теперь от вас зависит, какой формы будет ваш реглан. Как вы хотите, чтобы он лег именно на полочке и именно на спинке? В нашей власти сейчас рисовать все, что мы можем расположить на вот этой плоскости нашего реглана, верхней части нашего реглана. Мы вольны здесь рисовать линии, какие вы захотите. Захотите ломаный вот такой вот реглан, да? Вот такой ломаный. Ради бога, рисуйте ломаный. Захотите овальный, рисуйте овальный. Все в вашей власти. Значит, самый классический вариант – это немножко его углубить. Что мы делаем? Смотрите, совмещаем край нашего реглана. Наведу край красным вам, чтобы вы видели, что это реглан. Вот. Смотрите, совмещаем эту точку по нашей горловине с нашей контрольной точкой. Наше лекало, либо
берете, делите пополам эту линию до контрольной точки, отступаете вправо полсантиметра и рукой выводите эту дугу. Либо пользуетесь лекалом, просто совмещая эти точки, находя то углубление, которое вам нравится. Смотрите, и вот что у меня получится. Сейчас я вам наведу даже ручечкой. Вот так. Смотрите, вот я хочу, чтобы мой реглан немножечко углублялся, чтобы он повторил немножко наше плечо. Хорошо, я сделала это. Точно так же на спинке. Берем, отмечаем нашу точку по горловине, нашу контрольную точку. Хотите, опять делите пополам, хотите, вот как вам удобно. Главное, что вы хотите углубить, вы его углубили, вот, красивой плавной линией, какой вам вздумается. Как вы хотите, чтобы на вас лежало изделие, как вам нравится больше. Вот я здесь немножко скривила, поэтому я довожу линию до контрольной точки более плавно. А для чего мы это делаем? Да это элементарно, ребятки. Смотрите, мы сейчас по этим линиям возьмем и разрежем нашу полочку и рукав одновременно, создавая тот изгиб, который будет четко повторять друг друга и на полочке, и на рукаве. Смотрим. Берем полочку, мы уже отрезаем эту часть. На полочке нам уже это плечо не надо, у нас уже есть рукав. От этой точки по новой линии берем и полочку, и рукав разрезаем, доводя, у меня не зафиксирована полочка, вот так, доводя до контрольной точки. До контрольной точки и все. И полочку убираем. Здесь выравниваем. Немножко она у меня съехала, поэтому немножко криво. Выравниваем. Есть. Полочка у меня оформлена. Рукав по полочке у меня оформлен. Есть. Вот мой рукав по полочке, реглан с этим углублением, а полочка наоборот с выгибанием таким. Ой, спинка, прошу прощения. Точно так же мы поступаем и по полочке. Режем по этой линии, доходя до контрольной точки, и работаем от точки по горловине к точке контрольной, которая у нас идет на изделие. Все. Смотрите, мы одним движением убили двух зайцев. Мы одинаково вырезали и на полочке, и на спинке рукавчик наш. Создали реглан и там, и там. И они будут идеально повторять друг друга. И когда вы будете стачать, вы будете совмещать вот эти контрольные точки, а захотите, поставьте здесь еще какую-то риску на метки, чтобы не смещаться, и на ткани, на ситечки небольшие, и будете их соединять, и у вас реглан ляжет идеально, повторяя все контуры, которые вы создали на чертеже. Вот это и есть наш реглан. Соединяем здесь его при пошиве. Выточку сшиваем, просто выточку. Вот таким образом, совмещая края. Соединяете, уходя на нет, чтобы не получился здесь капюшон. Ни в коем случае. Вот, либо разрезаете. Повторяться я не буду. Вот так мы легко и просто создали реглан. Я больше говорила, чем мы делали. Но мне очень хочется рассказать вам все тонкости, все подробности, чтобы вам было работать легко, удобно, и вы понимали те действия, которые вы осуществляете, создавая этот чертеж. Ну что же,
Мы славно потрудились. У нас пока что в чертеже иглы. Вы, снимая иглы, прикрепляете просто скотчем, малярным скотчем. Там, где у нас детальки отходят друг от друга, приклеиваете, чтобы сохранить целостность вашего рукава. Вы его сможете в будущем использовать. Хотите, перенесите его на картон или укрепите кальку тем же малярным скотчем по краям, чтобы она не износилась, и вы будете применять этот чертеж на тех изделиях, которые вы сочтете нужным. Вот. Конечно же, этот рукав больше подходит для платьицы из плотной ткани, хорошо держащей форму ткани. Спасибо вам огромное за внимание, дорогие мои, мне очень приятно, что у меня собралась такая огромная команда, такие прекрасные отзывы, которые меня трогают до глубины души. Это взаимно, поверьте. Огромное вам спасибо за то время, что вы тратите, не то что тратите, а проводите вместе со мной, проживая эти моменты. И мы друг друга чему-то учимся. Я из ваших отзывов, вы из того, что показываю я. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго.